В этом мастер-классе я хочу рассказать, как пошагово можно сделать такой яркий и красивый декор на кружку. Для этого нам понадобится черная матовая кружка Multi, полимерная глина Fima Soft и Professional, жидкая глина Fima Liquid, инструменты для лепки, такие как стеки, силиконовые кисти, обычная линейка и инструмент для обработки кутикулы. Термостразы примерно в количестве 7-8 штук. А для покраски змейки я буду использовать пигментные тени для век Tami Tanuka. Молд для фактуры лепестков ромашка и обычная пачечка влажных салфеток. Ну что, начнем? Для начала необходимо размять и разогреть глину в руках. Глина легко смешивается, и поэтому, соединяя два оттенка, мы получаем третий. В итоге нам понадобится 3 цвета. Из 2 мы сделаем градиент для лепестков, а из черного саму змейку. Размещаем кружку на столе так, чтобы нам удобно было лепить. И из черного кусочка глины раскатываем нашу будущую змейку. Чтобы она была ровной, я использую обычную линейку. Так я получаю ее равномерно и одинаковой толщины. Утоньшаем ее с одной стороны, там у нас будет хвост, а с другой стороны формируем голову. Перед тем, как выложить змейку на кружку, протираем ее влажной салфеткой. Змейка из нашего примера имеет зигзагообразную форму, но мы ее слепим немного другой. Тут все зависит только от вашей фантазии. Необходимо набраться терпения. Даже у меня это получается где-то с 3-4 раза. Но наконец мой перфекционист был доволен, и я решила ее оставить с таким изгибом. Но пока я ее выкладываю, я оставила отпечатки пальцев, но от них очень легко избавиться при помощи влажной салфетки. Протираем ими аккуратно нашу змейку. Верхний ее изгиб сильно торчит. Для крепости конструкции я немного прижму нижний слой. Следующий этап – это текстурирование нашей змейки. Для этого я использую инструмент для обрезания кутикулы. Он подходит, на мой взгляд, лучше всего. Чтобы достичь реалистичного эффекта, нужно сделать все очень аккуратно. Нажимаем инструментом в шахматном порядке, как бы рядками. Основная сложность – это повороты и труднодоступные места. Повороты необходимо сделать сначала центральный ряд чешуи и от него переходить в сторону. А труднодоступные места оставьте, мы их сделаем позже другим инструментом. Для этого мне показалось самым удобным использовать лопатку. Легкими нажимами мы продолжаем текстуру везде, где мы ее не доделали. Это очень кропотливая работа.
Вот такая змейка у нас получилась. А дальше самое интересное. Самый яркий и заворожительный этап – это покраска. Для этого я использую пигментные тени Tami Tanuka. Также подойдет бренд Clipage Pro или втирка для ногтей. Для нанесения я использую сухую кисть. Обращаю ваше внимание, что глина не запеченная. Готово! Наша змейка переливается как настоящая. Оставляем небольшие впадинки для термострасс обычным стеком и вставляем туда стразинку. Важно! Стразы должны быть из стекла. Какая же змейка без язычка? Аккуратно оставляем лезвием дырочку для будущего языка. Разминаем небольшой кусочек красной глины и делаем из него небольшой блинчик. Вырезаем из него небольшой язычок. Но прежде чем его вставить, необходимо добавить туда жидкой глины. Она поможет ему прочнее там держаться. Вот такая шипучая у нас она получилась. Теперь ее необходимо запечь, строго следуя инструкции на глине. Я ее поставила в духовку на 30 минут при температуре 110 градусов Цельсия, а вы проверьте свою инструкцию. Пока наша змейка остывает, готовим градиент. Как сделать градиент, я записала отдельное видео, ссылка в описании. Когда змейка остыла, я смыла остатки пигмента обычной водой. Для создания цветочков нам понадобится молд для текстурирования, наш градиент и лезвие, которое уже знакомо. Нарезаем наш градиент блинчиками.
И после каждый из них делим еще на 4 части. Это наши заготовки для будущих лепестков. Берем один из них и формируем капельку. Светлая часть градиента к расширению, а темная к сужению. С помощью молда придаем ему текстуру, аккуратно зажимая его между. И вот первый лепесток готов. Чтобы цветочек смотрелся реалистично, надо его сформировать полукругом. Начинаем с лепестков, которые побольше. Накладываем их один на один, формируя ряд. Затем переходим на внутренний ряд и уже берем лепесточки поменьше и повторяем нашу манипуляцию. Примеряем наш полуцветочек к змейке, как бы подкладывая под нее. Чтобы он хорошо держался, я добавляю жидкую глину Fima Liquid и возвращаю змейку на место. Осталась внутренняя часть цветочка, она намного меньше, нам хватит всего 4 лепестка. Аккуратно помещаем ее на свое место, не забывая про фимогель. Таким же образом делаем второй цветочек. Серединку цветочка украсим термостразами. Помещаем их по одному и придавливаем. Иногда кажется, что их не видно, но в определенном ракурсе они очень красиво блестят. Наша змейка готова, теперь ее снова надо запечь, а после приклеить кружки, об этом отдельное видео.
Ну что ж, остались детальки. Добавим реалистичных капель. Для этого я использую эпоксидный клей. Как это делается, детальное видео в описании. Наша змейка готова. Надеюсь, урок для вас был очень полезным. Успехов вам в творчестве. Все получится.